Всем привет! Вы на канале Шагр-Мото, меня зовут Григорий, и сегодня у меня на обзоре мотоцикл CF-Moto 450 MT. Собственно, это мой мотоцикл, на котором я проехал более 6000 километров и могу уже достаточно объективно дать свое мнение по различным его системам. Рама стальная, сделана из хромомолибденовой трубы, подрамник прикручен на болтах, его при необходимости можно заменить. Маятник алюминиевый, и снизу есть еще один подрамник, на котором висит защита двигателя. Снаряженная масса мотоцикла с полным баком 195 килограмм, а сухая масса 175 килограмм, а не столько, сколько пишут на российских сайтах. Я вообще рекомендовал вам смотреть вес китайских мотоциклов на европейских сайтах. По той причине, что у нас почему-то дистрибьюторы стесняются лишних килограммов. Не знаю, откуда это пошло, но всегда почему-то занижают эту массу. Двигатель двухцилиндровый, рабочим объемом 449 кубических сантиметра и мощностью 42 лошадиные силы. Крутящий момент также 42 ньютона на метр. Шестиступенчатая коробка, проскальзывающее сцепление. На мой взгляд, двигатель — это один из минусов данного мотоцикла, потому что мощности достаточно не для любых режимов движения. Ее категорически не хватает на трассе, то есть если вы едете куда-то далеко по асфальту, то мотора вам будет мало. Крейсерская скорость с 15 звездой, у меня установлена 15 звезда, крейсерская скорость получается 110 км в час. Это при 6000 оборотов. Красная зона начинается с 8,5, то есть у вас остается 2500 оборотов. Это вроде бы нормально, но мотоцикл с этих 110 км в час уже практически не разгоняется. Максимальная скорость порядка 160, если мы говорим о скорости по GPS. Но, опять же, до этой максимальной скорости нужно долго разгоняться. Это небезопасно. То есть с трассовой скорости вы не можете нормально ускориться, недостаточен подпор. Но при езде по второстепенным дорогам, по каким-то извилистым дорогам, по грунтовым дорогам мощности более чем достаточно. То есть здесь все зависит от того, для чего вам этот мотоцикл. Расход топлива средний у меня получается примерно 4,5 литра, потому что все время приходится мотор крутить. Если ехать в спокойном режиме, то 3 и даже 2,8 у меня бывало. То есть достаточно экономично, но нехватка мощности вас заставляет все время ехать на газу. Подвеска Каяба. Передняя вилка перевернутого типа, диаметр перьев 41 мм, и она регулируется по предварительному поджатию пружин. Плюс одно перо имеет регулировку по демпфированию сжатия, а второе по демпфированию отбоя. То есть мы имеем 3 регулировки. Ход передней подвески 200 мм. Сзади установлен моноамортизатор, рычажная система, обеспечивающая прогрессивную характеристику. И задний амортизатор регулируется по предварительному поджатию пружины, причем в небольшом диапазоне, там порядка 20 мм всего можно эту пружину поджать. И делается это ключами, то есть не очень удобно. И регулируется демпфирование отбоя. Гидравлика сжатия не регулируется. Но по подвеске ход заднего колеса также 200 мм, и по подвеске у меня лично нет вопросов. Для большинства моих задач вот этих 200 мм достаточно. То есть небольшие клевки при торможении при езде по асфальту, и при этом на грунте у меня нигде, никогда при езде по грунтовым дорогам подвеску не пробивало. Есть вопросы только к дорожной мелочи. То есть все стыки, все мелкие неровности, камешки, это все отдается и под зад, и в руки. То есть подвеска не отрабатывает вот эту мелочь. Я не знаю, как это можно настроить. То есть я чуть-чуть подкрутил подвеску под свой вес и под свою езду. Но, в общем-то, ничего не поменялось в плане вот этой этих мелких ударов. И это немножечко раздражает. Тормоза дисковые, гидравлические, естественно, с армированными шлангами. Спереди установлен 4-поршневой радиальный суппорт. Не знаю, как это правильно компания называется. Jijuan.
я ее называю. Это одно из подразделений Brembo, испанская изначально компания. Но понятно, что сейчас, наверное, это все делается в Китае, но не суть. Тормоза – это тот момент, на которого тоже не хватает категорически. Очень слабый передний тормоз, основной тормоз. Двумя пальцами, как мы привыкли тормозить, не получается. То есть недостаточная эффективность торможения. Я думаю, что дело вот в тормозной машинке, которая располагается на руле. Потому что если жать там всей пятерней, то можно достичь нужной эффективности. Но тормоза откровенно слабые, особенно если мы говорим о трассовой езде. Установлена двухканальная ABS Bosch, и можно отключить ABS на заднем колесе. Это сделано очень удобно. Одной кнопочкой на руле, удерживая ее 3 секунды, мы отключаем ABS на заднем колесе и Traction Control. Колеса спецованные, бескамерные, с ободами из алюминиевого сплава. Передняя диаметром 21 дюйм и сзади диаметр 18 дюймов. Шины универсальные, рисунок скопирован с Pirelli Scorpion Rally STR, только от китайской компании CST. И единственный нюанс, на который я обратил внимание, то есть у Pirelli шашка острая, то есть имеет острую кромку. Здесь же китайцы сделали на шашке фаску, то есть такой вид Pirelli приобретает там спустя примерно 4000 километров. На асфальте ничего страшного, но на грунте недостаточно подпора, то есть шина не цепляет, кромка не цепляет. Вот. А в остальном шины очень хороший рисунок для асфальта, для сухих грунтовок и для каких-то каменистых дорог, ну, лучше не нужно. Для мокрых грунтовок, для травы, конечно, это не тот вариант. Ширина переднего колеса 90 мм и заднего 140 мм. Комплектация. Помимо того, о чем мы уже поговорили, а это подвески Каяба, это бескамерные спецованные колеса, это хорошие универсальные шины, это двухканальная ABS. Здесь еще установлена, во-первых, светодиодная светотехника. Фара имеет очень хороший свет, ее достаточно вот в большинстве случаев. Дальше. Алюминиевый руль переменного сечения, удобный руль. Проставки руля можно ставить ближе и дальше, в том плане, что можно их переворачивать, они сделаны со смещением. Если руль вам немного близко, можно поставить его подальше. Удобные ручки, удобные пульты, рукоятки тормоза и сцепления облегченные, плюс имеют регулировку по вылету. Далее есть возможность поднимать и опускать стекло, но здесь тоже нюанс в том, что вот у меня здесь стоит держатель для телефона, и этот механизм, он, в общем-то, имеет теперь огромный люфт. Лучше бы, на мой взгляд, лучше бы сделали фиксированные два положения стекла, чтобы можно было с низким ростом выбрать нижнее положение, а с высоким ростом поставить стекло в верхнее положение, как, например, на CB500X сделано. Потому что вот эта регулировка, ну, мне она только мешает, и приходится постоянно крутить туда-сюда, вверх-вниз стекло. Далее, крыло изначально в комплектации стояло высокое, эндурное, почему-то для России. Я заменил его на низкое стекло, потому что я как бы по грязи сильно много не езжу. Зеркала достаточно удобные, в них хорошо все видно, плюс они имеют возможность складываться, если вы где-то носитесь, эндурите в передней стойке. Но, кстати, кронштейны зеркал тоже сделаны довольно грамотно, они снесены чуть-чуть вперед, то есть не ближе к человеку, а чуть-чуть от него. Поэтому зеркала даже в разложенном состоянии вам не мешают. Ветрозащита рук нормально справляются со своими обязанностями, у меня к ней вопросов нет. Бак имеет емкость 17,5 литров, что при расходе этого мотоцикла хватает очень даже надолго. Защита двигателя номинальная, толщина у нее там буквально 1,5 миллиметра, то есть это чистый маркетинг, она вообще никак не работает. Я уже ее 4 раза выгибал. Если вы собираетесь эндурить, то, конечно, это надо менять.
есть багажничек для того, чтобы установить кофр, и есть трекшн-контроль, что также чистый маркетинг, потому что на 450-кубовом 42-сильном моторе трекшн-контроль, единственное, для чего он нужен, это чтобы его на бездорожье отключать. Нигде, ну где вы провернете колесо там на асфальте, я не знаю, как это можно сделать на достаточно слабом моторе. А на бездорожье он только мешает, и постоянно бывает такая история, что ты забыл отключить, и где-то в песке открылся, а мотоцикл не поехал, ты завяз и потом трогаешься. Рассмотрим посадку. И на мой рост, а мой рост 184 сантиметра, я спокойно достаю. Высота по седлу 820 миллиметров, плюс там на линке есть еще одно отверстие, то есть можно амортизатор переставить в другое положение, и мотик опустится еще на 20 миллиметров. Так вот, мотоцикл низкий по сидению, низкий, и у него очень высоко стоят подножки относительно сидения. То есть у меня, вот смотрите, очень острый угол в коленях, как будто ты на корточках сидишь. То есть под мой рост это очень неудобно. Устают колени, а еще учитывайте, что на вас штаны, на вас защита коленей. Я вот прошлый год откатал и как-то привык к этому, а выезжал тут в начале апреля, и очень было непривычно, очень сложно и тяжело. То есть обязательно пробуйте, приезжайте в салоны, если хотите купить, и посидите, попробуйте, как будет вам, потому что мне неудобно. А еще лучше съездите на тест-драйв и попробуйте это на тесте. По рулю многие отмечают, что руль далеко. Мне такое положение руля нравится. То есть мне удобно по рулю, мне удобно соотношение руль-сиденье. Сиденье достаточно удобное. Сиденье позволяет перемещаться в довольно широком диапазоне, как бы не упасть бы с этого бордюра. Вот. То есть в стойке мотик удобен. Вот. И, в общем-то, неплох. Но вот сидя, мне неудобно категорически. Касаемо заднего пассажира, задавали несколько раз вопросы мне. Я не знаю, я не езжу с пассажиром, будет ли ему удобно или нет. Приезжайте куда-то в салон вдвоем и пробуйте сидеть. Вот. Органы управления, в общем-то, понятные. Рычаги, я уже говорил, регулируются по вылету. Удобные, прикольные пульты, похожие на КТМовские, что неудивительно. Удобные ручки, сделаны как КТМовские, что тоже неудивительно. Все рычаги и тормозной, и переключение передач имеют подпружиненные вот хвостики. Подножки позволяют вынуть из них резинки, если вы катаетесь по бездорожью. То есть все удобно и под рукой. Дисплей отлично читается. Мне очень нравится, как сделана вот приборная панель. Управляется левым пультом. Очень здорово. Все показатели, кроме температуры окружающей среды, здесь прям удобно представлены. Есть два скина этой приборной панели. То есть в виде кружка тахометр, либо в виде такой полосочки. Я вот предпочитаю классический в виде кружка. По бокам контрольные лампы, указатель включенной передачи. В общем, все, что нужно, здесь есть. 2 суточных пробега. Отдельно на каждом пробеге показывается средний расход. Отдельно средний расход показывается на общем пробеге, на одометре. Запас топлива, запас хода в километрах, напряжение бортовой сети, время. То есть все, что нужно на этой приборке есть. И приборка здорово. Здесь стоит датчик освещенности, и даже когда солнце светит на приборную панель, вы все равно все отлично видите. То есть к ней никаких вопросов. А теперь давайте заведем, послушаем, как работает мотор. Работа на холостых с места водителя. И со стороны выхлопной системы. Приятный звук,
особенно он приятен на ходу. Вот эти 270-градусные двухцилиндровые моторы, они, конечно, обладают особым, очень приятным звуком. Когда ты делаешь перегазовочки при переключении вниз, прям наслаждаешься этим звуком. И звук не как какой-то чехоточный 450, а взрослый, солидный такой, басовитый, раскатистый. Классный звук, мне нравится, мне нравится. Кому же подойдет данный мотоцикл? Начну с того, кому он не подойдет. Если вы хотите путешествовать на дальние расстояния по асфальтовым автобанам, то это вообще не тот вариант. Этот мотоцикл медленный, его мощность недостаточная, поэтому рассмотрите другой, более асфальтовый вариант. Но если вы, как и я, любите извилистые дороги, любите грунтовые дороги, то этот вариант вам подойдет, если он подойдет вам по посадке. То есть мотик здорово рулится на грунтовых дорогах, неплохо управляется на асфальтированных дорогах, мотик легкий, достаточно динамичный в таких режимах, и подвеска позволяет на большинстве дорог, в том числе дорог без покрытия, ехать достаточно быстро. То есть вот эту крейсерскую скорость 100-110 можно поддерживать как на асфальтированной дороге, так, в общем-то, и на грейдере, и на какой-то ровной грунтовке. Также мотик отлично подойдет начинающим, если у них небольшой рост, и, в общем-то, людям с небольшим ростом, потому что он очень низкий по сидению, его можно сделать еще ниже. И, кстати, девушкам он отлично подойдет. Он легкий, он низкий, им легко управлять. Ну, вроде бы это все, что я хотел рассказать вот в рамках этого короткого обзора. Наверное, что-то я забыл, но задавайте вопросы в комментариях, я всегда с удовольствием отвечу. И, в общем-то, комментируйте, да, напишите свое мнение по этим мотоциклам, что бы выбрали вы. Всем спасибо за просмотр, всем пока.